Привет, это Диана, и сегодня мы с вами научимся говорить и читать по-русски, как русские. Конечно, вы знаете, чтобы говорить по-русски, нужно много читать, изучать новые слова, и тогда все будет отлично. И, конечно, первое, о чем мы должны знать, это русское ударение. К сожалению, ударение в русском языке не фиксированное. Каждое слово имеет свое уникальное ударение, которое нужно запоминать. Но хорошо, что в слове только одно ударение. Ударение в русском языке может падать на первый слог, например, в слове «кошка», на второй слог «собака» или даже на третий и последующие, например, «крокодил». Более того, даже в одном слове ударение может быть подвижным, оно может перемещаться. Посмотрите, коза, ударение падает на букву А. Но если их много, это уже козы. Ударение переместилось на О. Поэтому, когда вы читаете книгу, старайтесь сначала взять книгу, в которой есть ударение, и читайте, соблюдая эти правила. А дело в том, что ударение – это вещь очень важная. Она не только меняет смысл слова, она позволяет вам звучать правильно. Например, многие знают, что в русском языке у нас есть ситуации, когда буквы звучат не так, как они должны звучать согласно алфавиту. Первое, на что мы обращаем внимание, когда читаем русский текст. Мы смотрим на букву О. Если буква О под ударением, мы читаем ее как О. Кошка, кошка. Но если О без ударения, мы читаем ее как А. Например, вода. Еще нужно внимательно относиться к букве Е. Потому что когда она находится под ударением, она звучит как в алфавите. Е. Лето. Но если у этой буквы нет ударения в этом слове, то мы должны читать ее как И. Например, стена. И еще одна буква, буква Я. Под ударением она звучит как Я. 5. Но без ударения она превращается в И. Например, язык. Мы не станем говорить «я изучаю русский язык». Это сразу показывает, что вы иностранец. Мы скажем «я изучаю русский язык». Мы слышим звук И. Также следует запомнить, что буква Ё всегда находится под ударением. В любом слове и в любом месте этого слова. Всегда. Правило 2. Если вы видите сочетание ЕГО или ОГО, то буква Г превращается в звук В. Например, ЕГО мы будем читать, произносить как его. Синего нет, это плохо. Синего, большого кота или русского языка. Третье правило. Если вы видите в глаголе тся или тя, то вы должны читать это слово со звуком ца. Мне нравится или знакомиться. Четвертое. ЧН. Читаем как Ш. Конечно, скучно и так далее. И, конечно, мы помним про уже хорошо знакомые нам слова. Это что, чтобы и потому что. Мы никогда не скажем что или потому что. Нет. Что, потому что. И пятое правило. Предлоги. Предлоги и слова всегда произносятся вместе.
как одно слово. Между ними никогда нет паузы. Например, я учусь в университете. Мы никогда не делаем паузу. Я учусь в университете. Нет, это не по-русски. Или, например, я работаю в школе. Конечно, здесь не может быть паузы. Я работаю в школе. Это неудобно произносить, это плохо звучит. Поэтому мы произносим предлог и слово вместе. В школе. Наша «в» превращается в «ф», и это нормально, потому что так нам удобнее произносить это слово. В школе. А теперь мы с вами вместе попробуем прочитать маленькую, но интересную историю и будем соблюдать эти 5 правил. История наша будет о котенке Гаве. И называется она «Одни неприятности». Вы, наверное, знаете русское слово «приятно», «приятно познакомиться», например, и слово «неприятно». Так вот, неприятность – это какая-то неприятная вещь, неприятное событие. В этой истории у нас будут 3 персонажа. Это котенок Гав, соседский кот и большая собака. На чердаке жил котенок по имени Гав. Он был рыжий. Когда соседский кот узнал, что рыжего котенка зовут Гав, он почесал спинку о трубу соседского дома и сказал: «Я бы не советовал котенку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котенка с таким именем ждут одни неприятности». Котенок Гав услышал и подумал: что это за неприятности? И зачем они меня ждут? Гав сейчас же спустился во двор и внимательно осмотрел все закоулки. Нигде никаких неприятностей не было. В это время во двор вышла большая собака. Она увидела Гава и подумала: вот идет рыжий котенок. Что-то раньше я его не замечала. «Эй ты, рыжий!» – позвала собака. «Как тебя зовут?» «Гав», – сказал котенок. «Что?» – удивилась собака. «Гав». «Ах, ты еще дразнишься?» – закричала собака и погналась за котенком так быстро, что чуть-чуть его не поймала. Когда котенок Гав примчался на свой чердак, соседский кот спросил его: «Ну, убедился, что во дворе тебя ждут одни неприятности?» «Нет», — сказал котенок, — «не убедился. Я их искал и уже почти совсем нашел, но меня собака прогнала». Вот такая небольшая история о котенке Гаве. Я думаю, что вы догадались, что имя у него очень необычное, потому что Гав, так у нас в России разговаривают собаки. Кошка говорит мяу, собака говорит гав. И, конечно, для котенка это очень необычное имя. Напишите, пожалуйста, понравилось ли вам читать вместе. И если да, то тогда мы будем это делать регулярно, будем дальше читать про Гава. Может быть, вы мне напишите, какие книги вы хотите прочитать вместе, и мы это сделаем. Ну и, конечно, если вам нравится изучать русский язык, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся в следующий раз. Пока!